К маме подхожу, говорю: мама, что-то у меня болит. Она говорит: это ты в школу не хочешь ходить? Мне начали греть ногу и нагрели мне злокачественную опухоль. Удалили кость. И я подписываю заявление на ампутацию. Вот здесь я поняла все краски жизни. А ты знаешь, что ты онкологическая? И ты можешь родить ребенка без головы. Появлялись близкие люди, которым ты рассказывала? А как я буду с тобой общаться? У тебя же ноги нет. Он долго думал, встречаться со мной или нет. Дефектный человек. Подожди, ты от своего мужа скрывала, что у тебя протез? Ну и я поехала на фестиваль Пьера Кардена. Ты то пряталась долгое время, то решила... Ну вот наступил момент, когда ты поняла, что надо выходить в люди. Что это был за день такой? Я просто 9 лет попала под машину. Я перебегала дорогу, я не видела. Я была с девочкой, мы пошли в магазин, мне было 9 лет. И я посмотрела по сторонам, машины нет. И говорю подруге, говорю: давай, все, перебегаем. Она мне кричала: Оля, машина, я не слышу. И я под ЗИЛ, прям под последнее колесо, прям нога туда ушла. Я помню, что у меня стопа улетела вот в последнее колесо. Скорее всего, какая-то травма образовалась. Да, только вот на основании, вот как все потом начали говорить, что все-таки это был ушиб, и вот от ушиба начала развиваться саркома. Но это вот в 9 лет, а заболела я уже в 12. Как оно началось? В школе заболела нога, и к маме подхожу, говорю: мама, что-то у меня болит. Она говорит: это ты в школу не хочешь ходить? Но когда я уже начала сползать с кровати, вот здесь уже у нее паника началась. Меня повезли в больницу, а там доктор говорит: что вы хотите? Вот уже скоро 13, она растет, это кости не успевают за ней расти. Поэтому... Серьезно так сказал? Да, это вот кости растут, вот она вот просто высокая, плюс еще они юбки носят короткие. И юбки ее короткие тоже с этим связаны? Да, тоже связано было. Мне назначили прогревание. Прогревание ноги? Да, мне начали греть ногу и нагрели мне злокачественную опухоль. У меня начало расти колено. Я с дикими болями. Мы едем в онкологический центр имени Блохина на Каширку. Назначают химиотерапию, потому что нога была, просто колено было очень большое. Полезли волосы, мама тут в шоке. У меня были такие длинные, густые. И маме сказали: говорит: вы обрежьте. Мама: как обрезать? Говорит, потом увидите. И тут они полезли клоками. Мама, конечно, шок. Я вообще в прострации. Ничего не понимаю. Ни бровей, ни ресниц. Такой фантомас в 13 лет. И мы с мамой пролежали в Москве почти 2 года. Лечились. Мне поставили имплантант. Убрали пораженный коленный сустав, но убрал он практически все. От бедра до стопы. То есть это удалили ногу во время операции? Удалили кость. Кость. Да, нога осталась своя, но кость удалили. Он вырезал мне все мышцы, она мне не сгибалась. Я ходила на прямой ноге. Так я проходила 4 года. Вопрос: если бы с самого начала, когда заболела нога, и поняли бы диагноз, можно было бы спасти? Было настолько, она была большая. Коленный сустав был полностью поражен, его вообще было невозможно спасти. Девочке-подростку, все-таки с 12 до 17 лет, да, вот такая ситуация произошла. Что происходило внутри? Я понимаю, что школа уже, наверное, ушла на второй план, уже это не настолько серьезно казалось. Школа, она и, походу, была на втором плане, потому что я не понимала, что со мной происходит. Но когда я пошла в техникум, уже с первым, эндопротезом, здесь пошли, наверное, осложнения в моей душе. Потому что ты приходишь, и на тебя показывают пальцем те, с кем ты учишься. Я-то ходила, она не сгибалась, я ее таскала. А плюс она еще укорочение у меня было на 20 сантиметров за это время. И идешь, поднимаешься по ступенькам. Ребята смотрят сзади и показывают, как я иду, смеются, тыкают пальцем. Это было не очень приятно. Потому что никто не знал, что со мной происходило и произошло, но смеялись практически все. Я приходила домой, плакала.
было для меня... Вот для меня это было вот, ну, больно очень. Я, когда ехала в автобусе, и мама мне дала пенсионное удостоверение, там на маму было, так как я была ребенок, а написано, что ребенок вот инвалид. И я показала, что проезд. Она у меня его отобрала и выгнала из автобуса. Она не видела, что с ногой? А я ходила в брюках, но я хромала, и она мне потом еще вслед кричала, говорит, притворяться будешь дома. Вот. Я пришла домой, мама работала еще в администрации города, она нам пожаловалась, ее, конечно, уволили, говорит, ну, говорит, вы хотя бы разбирайтесь, где, говорит, врут, а где действительно у человека проблемы. То есть это получается проблемы такие с ногой, издевательства, химиотерапия, то есть это еще на внешность, да, ударило. Как девочка-подросток с этим справилась все-таки? Что помогало, что поддерживало? Родители были рядом, брат был рядом. Как-то брат был, ну, защищал, он младше, но он защищал. Вот. Папа с мамой. Ну, мама, она как-то больше эмоциональна. Она вот все очень переживала. Она вот как-то... Папа, он старался говорить, ну, наоборот, не обращай внимания. Будь сильнее этого. Ну, все это, конечно, у них боль, потому что с их ребенком такое случилось. Родилась здоровая, и вдруг раз, и такое происходит. Вот. Брат, он вообще был в шоке. И на втором курсе у меня лопается протез внутри. Помимо того, что он у меня стоял, когда первый протез, этот эндопротез стоял, я ходила на нем быстро, да, нога была короче, но я быстро двигалась, пусть она не гнулась, но она была моя, и мне было здорово. Но вот когда ты садишься, нога-то прямая, и вот просто сидишь, и она у тебя так офигаси падает в сторону. И чтобы ее повернуть и пойти, мне нужно было развернуть внутри вот всю кожу, все вот это внутри все повернуть. Она выпрямилась, и я пошла. Еще постоять, чтобы она там это. То есть у меня получается, что кость с вот этим вот металлом не срослись. И она у меня крутилась внутри. Вот. Но это все еще своя нога была? Это вот когда своя нога была еще. Вот это еще, вот, если так подумать, вот до аппарата Илизарова это были вообще такие цветочки. Если можно их так назвать. Да. Мы когда все, поняли, что нам надо сохранять ногу. Ко мне приходит Тепляков Валерий Вячеславович. Говорит, будем ставить аппарат Илизарова. И объясняет мне, Оль, ну там вообще ни о чем. Тут кольцо, тут спица, вытянем ногу, все вот до уровня здоровья, все будет вообще классно. Ну, а мне тут 18 лет, конечно, все круто, давайте делать, все замечательно. Все врачи ушли, мама садится, папа говорит, Оль, ты готова? Я говорю, я готова. Мама такая смотрит на меня, говорит, ты просто не знаешь, что это такое. Ну, и я поставила себе аппарат Илизарова. Но когда я его увидела, здесь вот я поняла, что это, конечно, трэш. Опиши для тех, кто не знает. У меня было, ну, если посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 колец и 46 спиц. То есть у меня нога была шашлык. То есть она была вся пробита. И мне натянули ногу. Так я пролежала 1,5 года на спине, не ворочаясь, не ходить. 1,5 года? 1,5 года. В больнице или дома? Но мы периодами ездили. У меня вся моя вот эти 1,5 года, это было, ну как, хождение на носилках. То есть меня перекидывали на носилки, везли в Москву. Из Москвы на носилках везли домой. Помыться я не могла. Встать, куда-то пройти я тоже не могла. Если я вставала, у меня рвало кожу по ноге. Мама крутила грани. Боли были дикие, потому что тянулась кость. Грани нужно было крутить 3 раза или 4 раза в день. И вот эти вот 46 спиц нужно обработать. Это вот мама брала там эти марлечку, из них делали вот эти тампончики. Она пропитывала водкой, и вот каждую этот снимала, эти одевала. То есть каждую спицу так мы обрабатывали. Я долгое время просыпалась в холодном поту от всего этого. И когда вытянули уже мою ногу, пошла операция по удалению эндопротеза и поставке нового. Вот знаете, наверное, жуткой боли я не ощущала, наверное, в жизни никогда, когда ощутила во время наркоза. Они не рассчитали наркоз. И я уже отходила от наркоза, они еще даже не вынули часть эндопротеза.
И я слышала, как мне выбивали его, выдергивали. То есть вот эта боль, она у меня до сих пор. То есть у меня такой жизни, боли больше не было. И когда они увидели, что я открыла глаза, я слышу, что она, говорит, проснулась. Стоп. Говорит, мы не рассчитали наркоз. Сколько тебе уже было лет? 19? 20? Поставили имплантант. Ну, почти 20. С ним я проходила полгода. Они мне занесли золотистый стафилококк. У меня началась температура 39,5. Полгода я ходила с 39,5. У меня начала сочиться из колена. Я приехала к ним, говорит, да ты ненормальная, поэтому у тебя такая температура. Вот. Но когда я уже не могла ногу вперед выносить, а ходила только задом, мы поехали в Москву. И я к ним уже просто шла, уже просто, он говорит, а почему ты так идешь? Потому что вперед я уже двигаться не могу. Вот. Они мне убирают имплантант, и еще на год я ложусь в больнице, дома, начинают вымывать мне все. И они переборщили с антибиотиками, у меня полезли волосы, полезли ногти. Вот. А стафилококк так и не уходил. То есть вот это вот все. Ну, в общем, с 92 года по 2001 у меня была интересная жизнь. Как ты это... Ну, я понимаю, что тебя поддерживали родители, но все равно ты еще молодая девушка. У тебя, казалось, жизнь вся впереди, она у тебя проходит в таком состоянии. Как ты с этим справлялась? Что внутри тебя было в этом? Мне хотелось жить. Очень. Мне хотелось, не знаю, куда-то ходить, наверное, встречаться, наверное, как и всем девчонкам в 19-20 лет. Когда поняли, что уже ногу никак не спасти, потому что там уже нечего. Там, как маме объяснили, такое чувство, говорит, открыли, руки помыли и зашили. То есть там настолько, говорит, как заражение не пошло по крови, говорит, это вам еще чудом повезло. Говорит, вам нужно что-то делать. Мама приходит, рассказывает. Приходит доктор, говорит, мы давайте все вычищаем, ставим аппарат. Я говорю, знаете что? Я хочу жить. А вы меня сейчас посадите на аппарат, и я опять 2 года, 3 года. Я говорю, я знаю, что такое тянуть. И я подписываю заявление на ампутацию. Насколько сложно было решиться? А я устала уже. Мне уже было вообще все равно. Я очень не хотела этих болей, этих больниц, этих операций. Они одна за одной. И я очень плохо потом отходила от наркоза. Все это далось очень сильно. И на внутреннее состояние, на все, на душевное, на моральное, на любое. А на физическое вообще. Вот. И да, все. Я осталась без ноги в 20 лет. А у тебя друзья были? Они все отвернулись от меня в тот момент. Еще в 12 лет? Еще в 12. И все, с тех пор? Они как-то начали потом ко мне странно так относиться. А потом в процессе, когда мы еще общались, вроде ничего. Начали как-то так, осторожно, но общаться. А вот с кем дружила в техникуме и с кем общалась, ни с кем больше всем. Как я ноги лишилась, мне одна девочка сказала, она была моя подруга. Она мне сказала, говорит, а как я буду с тобой общаться, у тебя же ноги нет. Тебе сделали ампутацию? Да. Мне ампутировали ногу. Тебе полегчало? Да. Но я не знала, что будет дальше. Мне просто никто не объяснил, что такое фантомные боли. Вот здесь я поняла все краски жизни. Ты пожалела? Нет. И мне нужно было, наверное, как-то принимать себя. Но принимать себя я не могла. Я не выходила на улицу. Я на костылях вообще двинуться не могла. Если мы выходили, мама шла вперед, смотрела, есть ли люди. Брат выбегал, папа мне помогал на костылях спускаться. И вот они меня вот так вот втроем вот так огораживали. И еще брат одеялку. Вот так вот. Я не могла пройти. Вот чтобы все увидели, что у меня нет ноги. То есть они огораживали тебя конкретно? Да, всего, твое восприятие. Да, чтобы я села в машину, не видно вообще, что как я там, на чем я там вообще села. То есть для меня это была целая травма большая внутри. И поехала я делать протез. А сколько времени пришлось операции? Полгода. Через полгода, говорят, можно делать уже протез. Мы через полгода поехали. Меня мама с папой положили в больницу, в протезное предприятие в городе Курске.
И вот, Таня, вот знаете, я всем рассказываю, мне не знаю, стыдно это говорить, нет, но я это ощущала на тот момент. И я увидела вереницу одноногих людей, идущих есть. Я позвонила родителям, сказала, заберите меня отсюда. Я говорю, я не инвалид, я не урод, чтобы там сидеть. Когда мне выдали протез и отпустили меня домой, это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни, потому что я ушла из этого ужаса. И вот здесь началось, что я не стала общаться с девушками, с такими же проблемами, как у меня. Я жила как-то в своем мире. Я читала психологию, я работала над собой и уехала в Москву. Мама меня, конечно, не пускала. Я говорю, я уеду. Я говорю, там меня никто не знает, я там буду жить. Но ты уже визуально ходила как бы нормально? На протезе. Уже... Но я одевала только плотные брюки. Я покупала только мужские брюки, чтобы не было видно там талии, бедер, там ничего. Ну, собственно, никому рассказывать ты тоже не планировала, что у тебя протез? Я никому не говорила. Я вот сейчас года как 3 афиширую это все. А вообще вот с 2001 года по 2017 это, вы что, у меня поролон под цвет ноги, под форму ноги. Если я сажусь, но вообще они одинаковые. У меня целая заморочка была. Со мной переругались все мастера по протезам. Говорит, что тебе надо? Я говорю, мне нужна нога. А появлялись близкие люди, которым ты рассказывала? Если нет. Я с одним мальчиком встречалась, мы начали, там я уже сказала. Вот он долго думал, встречаться со мной или нет. Да? Да. Потому что все-таки дефектный человек. Вот. Какой-то год уже был? Это был 2005. В 2005 возможно. Просто я сейчас вот слушаю, думаю, что сейчас так заморачиваться-то из протез как-то нормально. Это я сейчас не заморачиваюсь, а раньше-то. Потом, да, мы встречались 3 года. Он один знал, что у меня проблемы. Потом узнали его друзья и начали говорить, что пусть она найдет такого же, как она, такого же инвалида. Что ты с ней вообще связался и зачем она тебе нужна? И он после этого бросил? Вот нет. Мы 3 года повстречались, потом я его бросила. А тебя вначале не смутило, что он размышляет? Ну, то есть не сразу. А я считала, что это нормально. Если говорить вообще откровенно, я вот никогда бы не встречалась, наверное, с человеком, у кого протез. Даже будучи на протезе, я не пойду с человеком, у которого протез. Парень. Ты считаешь, что это дефектом? Нет. У меня какое-то свое внутреннее состояние. И не только у меня, у многих девушек такое. Как у меня одна подруга любит выражаться, инвалидик должен быть в семье один. Черная шутка. Поэтому в моей семье инвалидик была только я. Я потом вышла замуж, родила ребенка. Родила я уже на протезе. Мужу я сказала, что я на протезе. Он говорит, я знаю. Говорит, я когда трогал ногу, поролон-то он мягкий. Он говорит, ты никак не реагируешь, но я понял, что там что-то не то. Подожди, ты от своего мужа скрывала, что у тебя протез? Как это? Да, вот так вот. У нас, не было никаких таких всяких интимных вещей, и я ничего не говорила. Нет, и когда он предложил уже замуж... Только после свадьбы? Вот, да. Я ему сказала, он говорит, я знаю. Я говорю, в смысле? Он говорит, как-то мы с тобой сидели, я, говорит, трогаю тебя за ногу, а ты 0 эмоций. Я, говорит, нажал, тоже 0 эмоций. А потом, говорит, когда нажал сильнее, говорит, там почувствовал, железку. Говорит, я понял, что протез. Но не сказал. Он не сказал. Он ждал, походу, пока я скажу. Поженились, родилась дочь. Скажи, пожалуйста, по поводу близких отношений с мужчинами. Тебе с самого начала казалось, что возникнут проблемы? Да. Многие мужчины, они, если видят, что девушка на протезе, да даже сейчас, многие даже пренебрежительно относятся. Сейчас тоже? Да. То есть, мне кажется, сейчас как наоборот уже появиться. Мне кажется, сейчас уже немножко другое время. Я бы не сказала. Есть, конечно. Я не могу сказать, что прям как тогда было. Есть. Просто мы сейчас с тобой общаемся, и если бы мы эту тему не рассматривали, я уже через минут 10 забываю, что у тебя протез. И мне кажется, что это не дело во мне, это дело во времени, что сейчас уже никто не реагирует. Наверное, во времени, да. Но когда я уже вышла замуж, я забеременела, мне нужно было идти брать
разрешение на роды. Я же онкологическая. И мне не давали разрешения. У меня справка так и есть, что не разрешено рожать. А почему, если все прошло? Они боялись рецидива. Ну и началось очень интересно. Ну, у меня как бы жизнь вообще... Вот так, если вот я сейчас все расскажу, вообще она чересчур интересная, она сложная. В каждой ситуации мне приходилось находить положительные моменты, чтобы не зациклиться, не уйти в депрессию. Я никогда не была в депрессии. Вот за все время, что я никогда не была. Ко мне подходит врач и говорит: а ты знаешь, что ты онкологическая? И ты можешь родить ребенка без головы. Я смотрю, говорю, в смысле? Что значит без головы? Ну вот возьмешь и родишь непонятно что. Это он просто так запугивал? Ну, Такого да, уже не говорит, может тебе быть. надо сделать аборт. Я говорю, аборт я делать не буду. Он давал мне таблетки, чтобы был выкидыш. А ты об этом не знала? Нет. Мне было плохо от них очень. Я сказала, говорю, папа, заберите меня, пожалуйста. Приехал муж, папа, забрали меня. Зачем он это делал? Ну, нужно, я не знаю. Это статистика какая-то, он чего-то боялся? Я вообще ничего не понимаю, почему мне так вообще говорили. И уже вот на 8-м, там они меня даже подстраховали, положили в больницу. В Курск, в перинатальный центр. Я с этими документами приехала, такая счастливая, что у меня все хорошо, роды идут нормально, ребенок здоровый будет. Но не тут-то было. Положили меня, уехал папа, муж, я лежу. Приходит врач и говорит: а вы знаете, что у вашего ребенка опухоль больше, чем она сама? И у нее еще киста яичника, и что там вообще, в общем, несовместимое с жизнью вообще. То есть я рожу непонятно кого. Какого решения они от тебя хотели? Не знаю. Так у меня уже вот я почти да. на 9-м месяце меня рожать. На следующий день меня ведут опять на УЗИ. У моего ребенка появляется новая болезнь. Раздвоение мочевого пузыря. Медвежья болезнь. В общем, у меня такой вот букет болезней у ребенка. Потом они находят порок сердца. Потом они находят бесполость, то есть пола нет у ребенка. Это не определили? Да, это все по УЗИ. Слабое развитие, плохо развивается мозг. В общем, у меня ребенок не пойми что и не пойми как. Я еще проблемная, у меня отек квинки. Они боялись, что, не дай бог, осложнения. И я потеряла очень много крови. Я лежала 5 дней в реанимации, мне ребенка не показывали. Я могла сказать слово «да», а потом минут 10 вдыхать воздух, чтобы сказать еще какое-то слово. То есть я вышла из больницы с ростом 1,84 м, 40 килограмм. У нее все замечательно. У нее вовремя закрылся клапан на сердце, у нее скоро закроются там вот эти ручейки, там вот это все. Все будет, в общем, говорит, у вас ребенок полностью, говорит, развивается она быстрее, чем все дети. Она у меня уже в 4 месяца сидела, у нее зубы уже 4 полет, в 6 мы уже встали на ходунки, а мы в 8 уже пошли. То есть она у меня такая стремительная, гиперактивный товарищ был. Она у меня и сейчас как бы. Но вот наступил момент, когда ты поняла, что надо выходить в люди. Да. Что это был за день такой? Не знаю, он какой-то странный был. Мы просто сидели, смотрели телевизор, и я такая сижу дома, мой муж говорит, что ты туда полезла? Я говорю, хочу посмотреть, что делают люди без ног. Он говорит, что живут? Я говорю, ну не так же живут. Ну что, дом, семья, прятаться. Я говорю, я что-то устала. Сколько тебе было лет? На тот момент уже 30, сейчас скажу. Дай бог памяти. Не помню. 37, наверное. Ты все это время тоже пряталась, да, от людей? Да. Я все время, у меня строго были... У меня кроме джинс ничего не было. Я даже летом в джинсах ходила, в толстой обуви, в балахонах с платками, чтобы только не видно было ничего. Так подожди, ну ты надела брюки, и все не видно? Нет. Ничего. Вот это вот эта часть, вот, у меня же отсюда протез бедра, и вот отсюда вот у меня раньше, сейчас вот как-то сглаживают, делают, а раньше прям такой карман был, прям видно сразу. Если ты садишься, прям там, я не знаю, 2 руки зайдет. Вот, а мне надо, чтобы не видно было. Я платки вязала. Я открываю интернет, и тут забиваю
Смотрю, одна девушка без ног, модель, вторая там по подиуму ходит, третья что-то там прыгает откуда-то. Думаю, да ёшки, а я что сижу? Ну, я открываю и попадаю на благотворительный фонд «Подари любовь миру». Он сейчас «Благодари миру». Марина Волкова. Вот откуда все началось. Она, можно сказать, мой такой волшебный пинок в мир вот без стеснений. Она меня приглашает на дельталет. А я после ампутации очень боюсь высоты. Ну как боюсь? Уже не боюсь, но боялась на тот момент. А боялась, потому что боялась упасть? Я боялась... Я вообще даже по дощечке боялась пройти. Меня такое чувство, что меня сейчас снесет с этой дощечки. Даже через маленькую ямочку мне надо было держаться за всех, чтобы перейти. То есть, ну вот настолько у меня координация почему-то поменялась, вообще не знаю почему. Но такое со мной случилось. И она говорит, все, мы летим, значит, поедем полетать на дельталете. Я говорю, я не буду. Она, Оля, мы едем. Дельталет. Я в него села. Я вцепилась в этого пилота, в этот, я не знаю, на чем он там сидит. Для меня это был вообще шок. Знаешь, Таня, в этот момент такое чувство, что вот у меня сердце отрывается и падает вниз. И я вот вниз смотрю, куда оно упало, понимаешь? У меня реально оно оторвалось, потому что мне было страшно. И, в общем, я спустилась, меня начали спрашивать, у меня глаза вот такие были. Марина, как ты? Я говорю, знаешь, ну все, я говорю, прыгаю. И мы через неделю едем, я прыгаю с парашютом. То есть того страха было мало? Да. Но я же говорю, у меня все в жизни интересно. Да, я заметила. Я из одного в другое. Вот знаешь, Таня, после вот этого прыжка я была готова свернуть горы. Я готова была вот, ну, на все вот просто. Я ехала домой вот с таким настроем, подъемом таким. Вот, ну, все опустил муж. Прям так сразу меня опять заткнул. Ну, и тут у меня уже открылось второе дыхание. Мне же надо что-то делать. Я же уже попробовала, прыгнула. Все же замечательно. Тут зовут прыгать, а муж не пускает. Ну, блин, ну, вот все как обычно. И тут я начинаю соображать, и мне хочется чего-то еще. В 2018 году я нахожу дизайнера, она мне как благотворительно помогает, и я делаю показ для девушек с ампутациями. Она мне, значит, она шьет, и у нас с ней и назывался этот проект «Мир стальной красоты», где все девушки только на протезах. Без рук, без ног. Кто-то после аварии, кто-то после онкологии. Мне почему-то очень захотелось, чтобы каждая девушка поверила в себя. А ты в себя уже поверила? Ну, как сказать? Я хотела другим это втемяшить. Вот. На тот момент мне самой этого хотелось, но, видимо, я еще не до конца пришла к этому. Я создала этот показ, и в 2019 году у меня был дебют. Это уже был почти 20-й, 19-й, и тут уже все, мы с мужем расходимся, и тут Остапов Ванислав. Почему вы с мужем разошлись? Там была не очень хорошая ситуация. Человек просто мне, предал он меня очень больно. Я не хочу об этом сейчас говорить. Это уже прошло, пусть это будет на его совести. Вот. Мы прожили 12 лет. Это немало. И последние 7 он вынес мне мозг и нервы мне сделал конкретные. Я думала, что я вообще в психушку попаду. Но это не связано с тем, что ты начала новую жизнь? Нет, это не с этим связано. Просто человеку захотелось жить, как ему хочется, как нравится, и делать себе самооценку. Вот. За счет моих, я бы сказала, унижения меня. Вот. Это мы проехали. И когда уже все, мы будем расходиться, как раз это был 19-й год, конец, я заполняю анкету на конкурс «Мисс Москва». Отправляю свою фотографию. Мне звонит президент фонда Алла Юрьевна и говорит, так и так, здравствуйте, вот вы подали анкетку по фотографии, там все, вы прямо к нам подходите, вы же мамочка, все, я говорю, мамочка.
Все замечательно. На тот момент, пока мы женаты были, он просто жил в одном месте, я в другом. И она такая, все замечательно, все. Говорю, ну не все. Говорю, вот у вас какие критерии? Говорит, в смысле критерии? Ну, возраст там нормальный, там, вы мамочка, внешне тоже вроде как все, критерии. Я говорю, ну дело в том, что я не простая мамочка. Говорю, я вот девушка на протезе. На той стороне молчание, наверное, с минуту, наверное. И потом такой голос, я вас беру. И так я попадаю на «Миссис Москва» 2020. Я прохожу все. И читаю стихи, и готовлю там, все эти конкурсы прохожу. Попадаю в 10 девочек, финалисток. Вот. И вот здесь, конечно, наверное, открывается еще одно дыхание для движения вперед. Беру эту корону, это получается у меня месяц зрительских симпатий. Я вообще никакой короны не ждала. Для меня это уже была победа, что я вышла, показала протез, там, показала себя такая, какая я есть. Ну, то есть из крайности в крайность. Ты то пряталась долгое время, то решила... Потом, фигась, да, прям, да. Всем в себя показать. Да. Прям, ну что тянуть уже? Тянула. Тут надо прям... Я уже пришла в коротком платье, такая фигась, так в лоб всем. Все таки на меня посмотрели. Ну, что не скажут? Ну, уже ничего не скажут. Вот. Нет, все было хорошо. Просто мое принятие себя вот такой было же очень долго. И дочка мне очень сильно помогла в этом. Мы с ней один раз пошли в магазин, и я как раз вот только-только начинала. Одевала шорты, как раз вот перед «Мисс Москва». Мы зашли в магазин, мы купили одежду, выходим, и крик такой, вопль такой сзади. Мужчина лет 50 стоит на меня, показывает пальцем, толкает жену, говорит, смотри, смотри. У меня ребенок на меня посмотрела, на него посмотрела. Говорит, мама, у него все с головой хорошо? Я говорю, ну тут как бы я бессильна, я не знаю. То есть вот такое тоже есть. Вот. Потому что скорее исключение уже. Вот. Теперь меня это вообще как-то не волнует, не напрягает, не пугает. И вот благодаря ей вот я закончила конкурс «Миссис Москва» только благодаря ей, потому что я начала плакать. Приходить к Ксюше, я там чувствую себя ужасно. Я не могу, ты что? Говорю, куда я вообще опять вляпалась? Я туда не хочу. Говорю, все девушки, нормальные ноги. Говорю, они там на каблуках. Я вообще не пойми что. Говорю, чувствую себя вообще какой-то серой мышью. Мама, ты уже туда пошла? Ты уже вошла? Тебя уже, можно сказать, чуть ли не короновали, а ты уже, говорит, назад. Нет, ты идешь. В общем, благодаря ей я закончу этот конкурс. И тут конец 2020 года, я же уже вся в разводе, вся счастливая тоже. Депрессии у меня не было, я вся такая прям во всем своем варюсь. И тут, значит, в конце декабря мне звонит фотограф и говорит, Оля, здравствуйте, вот так, меня зовут Захар, я бы хотела вас сфотографировать. Я говорю, хорошо. Он говорит, в образе Фриды Кало. Я говорю, где я и где Фрида? Я говорю, расскажите мне. Он такой, у нас будет своя Фрида. Мне пишет Захар, говорит, уже ночь, Оля. В общем, ваши фотографии отобрал французский журнал. Это Маевир. Это вот моя Фрида Кало. Очень это красиво. Вот все мое. И они сказали, что эта девушка будет на страницах, вот прямо лицом нашего журнала. И все первые листы будут ее. И, в общем, очень здесь круто. уже пошло мое. Это вот моя Фрида. Я еще знаю, что что-то у вас там связано с Пьером Карденом. Там я уже познакомилась с Тамилой, и она меня приглашает поехать в Париж на фестиваль Пьера Кардена. Ну и я поехала. Я познакомилась с Родриго, это племянник Пьера, с его мамой, с родной сестрой Пьера. Такая семья интересная. Оттуда я уже, можно сказать, приехала в статусе топ-модели. И потом я уже подаю заявку на конкурс, на международный конкурс «Лицо планеты 2021». Я вот участвую только с девушками
здоровыми и всегда участвую наравне. Я не участвую с людьми с инвалидностью. Ну, это, может быть, сейчас будет грубо сказано. Не мой уровень, наверное. Мне везде нужно понимать, что я могу. Не просто вот я вот с такими, как я, там, кто-то на коляске или на протезе, вот я там, может быть, в чем-то буду лучше, да, и вот взяла и выиграла. Нет. Я хочу выигрывать там, где люди есть лучше меня. У нас было 13. Ну и награждают, уже 10 наградили, и мы остаемся втроем. Девушка с Украины, девушка вот из Москвы и я. И тут, значит, она объявляет, что первая вице-мисс, лицо планеты — это я. И вот здесь уже я... Вот там я вообще забыла, где и что. Я вообще уже не помню, как мне эту корону одевали, как на меня одевали ленту, как мне дарили подарки, да, когда мне дарил подарки вот ювелирный дом. Я это вспомнила только на следующий день. Я пришла в себя. И я ее вот получила. О, мне ее одели. Я была... Ой, какая она красивая. Это вот моя корона. Первая вице-мисс лицо планеты. А Сирия? Сирия. Ой, Сирия — это вообще отдельная история. Я когда получила данную корону, ко мне подошел Дмитрий Выдрин, политолог наш, такой знаменитый, да, и вот он советник нескольких президентов, и он говорит: знаете, Оля, если бы вот Тамила меня не пригласила на данное мероприятие, вот я бы никогда в жизни бы не подумал и не поверил, что вот такое может быть. Я никогда бы не поверил, что вот девушка на протезе будет среди здоровых и вот так вот еще уверенно идти по подиуму. Я вас хочу пригласить с собой в Сирию и познакомить вас с президентом Сирии. И вот отсюда и пошло. И вот мы готовимся. Дай бог, чтобы мы полетели, да, потому что там говорят, что все очень сложно. Ну, учитывая те сложности, меня это не пугает. Я думаю. Да. Вот, мне бы очень, конечно, хотелось, да. Ну вот скажи, для тебя все-таки это что значит? Все-таки собственная победа, что вот я такая же, я такая наравне же, как со и всеми. все. Или ты хочешь еще вдохновлять все-таки девушек, у которых есть протез? Я такая, как и все, но этим я хочу показать, что девушка, даже будучи на протезе, может все. Главное поверить в себя, быть уверенной в себе. Но сколько я прошла к этой уверенности, теперь я точно знаю, что это все возможно. Ничего не бывает. Вот главное захотеть, преодолеть все трудности и смотреть на все эти трудности просто вот так вот свысока. Там, ну ладно, трудности, ладно, ну пошли в новую трудность.